Друзья, привет! Я начинаю гайд по моду Extra Utilities на версии 1.12.2. Эта модификация вводит в Minecraft множество полезных приспособлений. Давайте начнем изучение этой модификации с такого вот руководства, называется Extra Utilities Manual. Крафтится оно из книги, золотого слитка и обсидиана. Так, если мы заглянем вовнутрь, увидим, что, к сожалению, оно в моей сборке на английском языке. Вот. И, значит, сами разработчики рекомендуют начать изучение этой модификации с так называемой Grid Power. Значит, Grid энергия, GP энергия я дальше буду называть. Это особый вид энергии, который вводится в Extra Utilities и имеет несколько особенностей. Первое, это то, что эта энергия не требует какого-либо топлива. То есть генераторы, которые производят энергию, они не расходуют какой-либо ресурс. Вот. Далее, когда мы будем рассматривать генераторы, вы все поймете. Следующий пункт. Не требуются какие-либо провода для передачи грид-энергии. Это означает, что если вы поставите какой-нибудь генератор, да, то вся энергия, которая GPU в нем генерится, она будет распространяться по всему миру во все точки. Причем даже это будет в какие-то другие миры, там, Нижний мир, в Эндер-мире работать, в каких-то других мирах из других модификаций, все это будет работать. Но обязательное условие, естественно, чтобы чанк, где находится у вас генератор, прогружался. То есть сами по себе они чанки не грузят. Поэтому либо какой-то загрузчик чанк надо использовать, либо какие-то игроки другие, чтобы стояли и грузили. Иначе GP-энергия в других точках работать не будет. Так, следующее свойство. То, что вот эта энергия, грид-энергия, она персональная. Это означает, что когда вы ставите какой-либо генератор, он записывается на вас, и вся GP-энергия, которая там производится, она будет использоваться только вами. Никто другой, никакой другой игрок ее использовать не сможет. То есть, чтобы тоже ему, другому игроку использовать эту энергию, да, GP, ему придется свой собственный генератор ставить. Следующий пункт, значит, то, что эта грид-энергия, она не накапливается. То есть это не та энергия, которую мы привыкли, например, в Industrial Craft, или энергия RF, которую можно куда-нибудь в хранилище набрать и хранить. GP-энергия, она генерится определенное количество, и она не накапливается. Вот. Ну и, наконец, просто пункт о том, что если у вас недостаточно GP-энергии, да, там для какого-то механизма, то вы просто не сможете что-то крафтить. Вот. Ну, вполне логично, с учетом того, что эта энергия не накапливается. Так, давайте перейдем к рассмотрению генераторов GP-энергии. Самый простой, самый базовый, это вот солнечная панелька, и ее аналог это лунная панелька. Солнечная панелька, естественно, генерит энергию днем, а лунная ночью. Да? То есть, если мы сейчас посмотрим на солнечную панельку, то увидим, что вот снизу под курсором Power Generation 1, то есть одну единицу GP-энергия сейчас у нас производится. Если мы посмотрим на лунную панельку, пока что энергии никакой нет. Ну, дело в том, что просто у нас, соответственно, днем вот эта панелька работает, ночью вот эта. То есть их можно использовать в паре, да, чтобы и днем, и ночью энергию получать. Далее, значит, давайте рассмотрим какой-нибудь потребитель GP-энергии, да, это вот резонатор, например. Резонатор, да, это механизм для крафтов в этом моде. Значит, и самое важное, что он производит, это вот такие вот камни, Stoneburnt. Эти камни Stoneburnt далее используют для того, чтобы, например, крафтить более продвинутые генераторы. Там на Lava Mill, соответственно, Water Mill, Wind Mill и так далее. Вот, чтобы скрафтить, значит, такого Stoneburnt, нам нужно Polished Stone, это, видимо, гладкий камень или что-то типа того, который крафтится из кирпичей, положить, соответственно, в вот этот резонатор. Кладем. Polished, значит, и мы видим, что у нас для того, чтобы произошел крафт, требуется 8 GP единиц энергии, да. Если мы поставим сейчас одну панельку, увидим, что у нас как бы одна единица энергии появилась, но этого недостаточно для того, чтобы произошел крафт, да. Нам нужно какой-то более мощный источник, либо просто таких вот 8 панелек. Помимо прочего, можно, например, использовать такой вот ручной генератор, значит, Manual Mill. Просто его крутим рукой. Давайте вот правый клик, все, отпускаю даже, вот оно крутится. И пошла у нас GP энергия. Сейчас покрутится. Вот, отпускаем. Смотрим, все, вот мы получили Stoneburnt. Как вариант, на начальном этапе можно такую вот ручную мельницу использовать, чтобы производить такие камни. А с помощью них уже, соответственно, крафтить более мощный генератор. Давайте пойдем рассмотрим по порядку. Значит, Windmill, да, это, соответственно, ветряной. Ставим его просто сюда, смотрим. Он где-то единичку, чуть меньше генерит, да. Не очень много по сравнению с той же, например, солнечной панелью. Давайте попробуем куда-нибудь повыше поставить, например, сюда. Так, здесь уже чуть побольше генерит, да. Ну и вероятно, что чем выше, тем больше нам GP-энергия будет генериться. Но это далеко не самый эффективный способ получать GP-энергию. Куда более интересны, например, вот такие вот водные мельницы. Они работают на течение. Давайте я продемонстрирую. Вот ставим сюда такую мельницу, делаем такую канавку. Значит, так, осторожно. Так, и теперь по углам ставим воду. Специально по углам с разных сторон для того, чтобы у нас появилось такое течение. Вот. Если мы наведем курсор на этот генератор, то увидим, что он генерит 16 единиц GP энергии. Это достаточно много. То есть нам хватает будет, например, для того, чтобы делать эти крафты. Да? Сейчас поставим и продемонстрирую. Вот пошел, соответственно, крафт, например. Да? Отлично. Далее, еще есть у нас такой вот лава мил. И давайте Fire Mill сразу рассмотрим. Значит, лава на лаве работает, да, от блоков лавы. Вот сейчас смотрим, ничего не производится, да. Ставим рядом блок лавы, видим, что Generation 2, да. Можно, например, вот такую конструкцию сделать. Вот у нас такие будут суммарно производить, получается, 8 GP энергии. Тоже, в принципе, неплохо. Далее, есть Fire Mill, производит энергию за счет огня. Устанавливаем, делаем, допустим, под ним огонь. Вот, можно, например, использовать какой-нибудь адский камень, да, чтобы бесконечно горел. И видим, что у нас Generation 4, то есть 4 единицы будет генерить, тоже как вариант.
Так, ну куда еще более интересный, это, значит, генератор, это Dragon Egg Mill. Dragon Egg Mill. Он производит энергию за счет установки яйца дракона. То есть пошли в край, убили дракона, получили такое яйцо, можем его установить, и, соответственно, у нас производится 500 единиц GP энергии. Это огромное количество, на самом деле, GP энергии, которое будет вам хватать и на использование каких-то таких резонаторов, да, там для крафтов, и для использования всяких предметов, типа ангельского кольца, например, который мы далее тоже будем рассматривать. Вот, то есть самый лучший вариант для получения GP энергии. Вот, в этой серии, наверное, все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Жду вас в следующих сериях. Пока.